Итак, всем добрейшего денечка или вечерочка. С вами снова Шама. И сегодня будем делать лабораторный блок питания на базе компьютерного блока питания. И прежде чем начать, я призываю всех подписаться на телеграм-канал. Я там выкладываю фрагменты или ролики немножко раньше, чем на YouTube. И в том числе там есть материалы, которые на YouTube даже не попадают. Так что милости прошу к нашему шалашу. И еще хотел добавить, что ссылки на скачивание данного чертежа, ссылки на ролик автора, который вдохновил меня на создание этого лабораторника, ссылки на Thingiverse. Все эти ссылки будут в описании к ролику. И если хотите сказать спасибо за проделанную работу или просто поддержать канал, то там же в описании будет ссылка на донаты, за что заранее благодарю. Все, ну и теперь поехали. Изначально я увидел в интернете ролик по созданию вот такого лабораторника, и корпус печатается на 3D принтере. Все классно, все замечательно, много функционала, класс, делаем. Но, к сожалению, у нас стали отключать свет часто, корпус не распечатается, плюс я посмотрел детальный ролик. Автор оставил блок питания, вот видите, он на заднем фоне лежит, и огромный шлейф проводов, которые соединяются между, скажем так, мозгами лабораторника и блоком питания, которые лично мне не нравятся. Поэтому я решил его переделать. Но опять же, так как 3D принтер сейчас особо не поработает, решил корпус сделать из фанеры. Плюс у меня есть лазерный станок, который может это все красиво порезать. И поэтому в SolidWorks был собран вот такой корпус. Надписи по передней панели я буду добавлять в Corel, потому что это намного проще. Работа с текстом, работа с рамками, ну такое. И потом после Corel это все отправится на порезку на станок. Как-то так. Поехали резать. A few moments later. Так, ну теперь осталось весь этот зоопарк собрать, почистить, собрать и склеить. Так, ну вот, запчасти нарезаны. К сожалению, попался сучок, но тем не менее прорезала, как прорезала. Все, теперь это буду сейчас собирать на дисперсию ПВА, и струбцинами все это должно скреплять. Прежде чем приступать к работам по блоку питания, надо его проверить. Значит, здесь подключаем его как подключаем, а на основной косе надо перемкнуть зеленый и любой черный провод. Я просто куском проволоки его перемкнул, проверил, и он работает. Почему? Потому что у меня такой же, но только чуть помощнее Шифтек есть, и у него обкусаны вот эти провода аж там. Поэтому в случае чего я его поменяю на тот блок питания, а провода потом буду наращивать. Но
Сейчас очередь за следующим. Значит, у меня вот эта решетка, она выведена на бок. Поэтому вот это вот все надо поубирать. Выключатель уедет на переднюю панель. Вот этот разъем дурацкий, который хрен вытащишь. Ладно, одной рукой неудобно. Вот этот дурацкий разъем будет заменен и выведен вот сюда. Следовательно, надо высверлиться здесь, убрать вот эту всю порнографию и вот эту косу перенести на вот эту стену, чтобы она наперед лабораторника смотрела. Делаем. Так, друзья мои, теперь пришла очередь электронных. Разъем вот этот злосчастный я вытянул, выключатель я отсюда убрал. В разрыв выключателя я опустил два провода, они уйдут на переднюю панель. Разрывать я буду все-таки 220, а не провод контрольный, или как он называется, зеленый, короче, проводок. Не им буду разрывать, а все-таки 220. Поэтому питание вывел на отдельный разъем, просверлил отверстие, вывел сюда все три провода. Это земля, 0 и фаза. Теперь касательно вот этих проводов, целого жмута. Он здесь не нужен такой. Поэтому я обрежу и выведу сюда сбоку на клемму. Так. Что я хочу сюда вывести? Сюда выведется одна линия 12 вольт и вторая линия 12 вольт. Выведется красный плюс 5 и оранжевый 3,3. Черная земля тоже выведется сюда же на переднюю панель, на клеммы. А потом от этих клемм уйдет на интерфейс, собственно, самого лабораторника. То есть у нас будет вот такая коробочка отдельная, в которой все провода собраны. И ничего не будет торчать. Поэтому сейчас обрезаем лишнее. Единственное, провода фиолетовый, синий и серый, они здесь не нужны от слова совсем. Их просто обрезаем прямо здесь и тут же их оставляем. Зеленый, где он? Зеленый провод, он остается тоже здесь, но замкнутый на землю. То есть мы оставляем два провода здесь, все остальное коротко обрезаем и разбираем. Теперь по линиям. Здесь видно? Да. Значит, у меня две линии есть, 12В1 и 12В2. 12В1 это желтые провода, 12В2 это желто-черные провода. Вот они будут идти разными ветками. И в принципе все. Разбираем. Еще момент, который надо будет добавить, это значит взять один красный провод плюс 5 вольт и одну из земли. И на них зацепить резистор и прицепить его к задней стенке. Сейчас по мере возможности покажу.
Вот земля, 12В1, 12В2, плюс 5 и плюс 3. Я за кадром их зачищу и заклипсую. Друзья мои, начал делать так же, как автор исходного видео, и столкнулся с тем, что даже если взять вот только землю и вот эти провода скрутить и попытаться засунуть вот в такую бзю, ну, вы сами понимаете, да, что это херня выходит. Поэтому зачистить землю я зачистил. Сейчас я ее спаяю всю воедино. И там 2-3 проводками просто доведу до клеммы нужной мне длины. Да и все. Точно так же повторю с второй землей. И что тут еще толстенькое? Ну, например, с красными проводами. Повторю такую же схему. Потому что, ну, это не смешно. Это ерунда и порнография. Что было сделано за кадром? Значит, я пособирал провода. Здесь они под термоусадкой, они спаяны. Чтобы всю эту порнографию не замкнуть, я позакрывал термоусадкой. Значит, вот это 2 провода, это земля, плюс 5 вольт, плюс 12 В1, плюс 12 В2 и 3,3 вольт. Теперь черный с зеленым, они соединены точно так же термоусадкой. Здесь закреплен между черным и красным проводом резистор 8-умный на 50 Вт. Я так понял, это надо для нагрузки, просто чтобы он не ушел в защиту. Вот. Как можно сделать аккуратнее вместо вот этой порнографии? Можно распаять вот эти все провода. Вот эти выходы. Так. И сюда же впаять провода, но аккуратнее. Почему я этого сейчас делать не буду? Потому что у меня 2 блока питания. Такой и вот этот. Но, как видите, сейчас... Здесь проводки пообрезаны все до нельзя. Какой из них отъезжает, я не помню. Мне не нравится состояние конденсатора здесь, и мне не нравится состояние вот этого маленького конденсатора. Поэтому какой из них отъедет первым, я не знаю. Отъедет, то отъедет. И на втором я уже сделаю тогда правильно. Вот, поэтому здесь этот более слабый, мы используем его как тестовый, отработаем на нем технологию и, собственно, посмотрим, как он себя покажет. Провода я уже подключил, я уже подключал сюда выключатель маленький, кстати, снятый отсюда же. Все работает. Осталось закрепить провода на корпусе, резистор точно так же на корпусе, закрутить и спрятать это все в фанерный корпус. Чем сейчас и займемся. Так, ну так выглядит упакованный блок питания. Провод это на выключатель на передок. Здесь провод на клеммах, это уже на питание. Здесь все провода по клеммам разобраны, стяжечкой притянуты к корпусу. С этим все. Решетку отсюда снял, она будет на крышке этого корпуса. Теперь этот. Значит, я его собрал, склеил. Столбцинами я его прижимал тут усиленно, но теперь его осталось под шлифовку и под покраску. Вот.
Так что готовим теперь его под покраску. Надо заклеить надписи. Здесь, наверное, надо будет перерисовать, потому что как отгравировалось, мне совершенно не нравится. Вообще не понравилось мне это, поэтому буду рисовать. Вот я его покрасил. Да, боковая панелька, вернее, боковая надпись сделана прямо с золотом. Я себя очень люблю. Так, но тут столкнулся с одной маленькой неприятностью. Значит, вот эти закладные, которые я планировал точно так же вклеить на дисперсе сбоку, они мешаются установке сюда блока питания. Поэтому изготовлены вот такие вот уголочки. Так? Почему изготовлены? Потому что тут приварены гаечки. Они будут закрепляться сбоку, и на них будет ложиться крышка. И через, вот в эту гаечку они, собственно, будут вкручиваться. Приз она абы как, потому что вот эта оцинковка, гаечка оцинковка вариться ни хрена не хочет. Присрала мать вот так. Здесь нагрузки 0,0. Поэтому сейчас собираем блок питания, вернее, ставим блок питания. Вон он собранный в проводах валяется. Ставим питание. Выводим все на переднюю панель. Ставим вот эти уголочки. И ставим крышку. И радуемся жизни. После того, как все подсоединил, вот так выглядит он внутрянка. То есть, в принципе, можно было бы блок немножко укоротить. Но в таком случае здесь была бы большая головная боль соединить все эти провода. Поэтому я оставил как есть. Теперь здесь блок питания закрепил 4 капельками, 5 термоклея, чтобы он никуда не елозил. Напоминаю, я этот блок питания, может быть, заменю, потому что там конденсаторы уже под вопросом. Поэтому как-то так. Все, сейчас готовлю болтики на крышку, на решетку и собираю. Так, ну что, вот сборка и закончена. Значит, с этой стороны логотип. Здесь на передней панельке я распечатал на обычной бумаге, потому что мне не понравилось, как лазер взял вот этот шрифт. Так лучше выглядит. Так, здесь решетка сделана. И сам радиатор, не радиатор, а защитная решетка блока питания, я ее перенес сверху, мне так нравится больше. Если что, не удивляйтесь, что здесь больше, здесь меньше. Блок питания такой. На блоке питания тоже здесь меньше, здесь больше. И если видно, кулер вон по центру расположен. Ну что, и еще один момент. Вот такой разъем питания. Я на него часть электроинструмента перевел. Удобно. Получается 2-3 провода и куча инструментов. И ты только переключаешь вот этот штекер. Очень удобно, мне очень нравится. Теперь давайте протестируем его. Так, разъем питания я уже сзади подключил. Теперь включаем питание. Все загружается. Здесь под крышечкой у нас выходит Quick Charge, Power Delivery и, собственно, дисплей с тем, сколько сюда приходит. Это можно отключить, и он не работает. Так. Теперь давайте вызовем на помощь мультиметр. Все тот же китайский мультиметр, который может немножко подвирать, но тем не менее работает и хорошо. Пускай работает дальше. Проверим сначала между землей 12 вольт. Есть. Земля 5 вольт. Есть. Земля 3,3. Тоже есть.
Теперь включаем этот модуль. Я последний раз проверял 9,5. Ну, давайте 9,5 посмотрим, что он нам выдаст. Выдает плюс-минус 9,5. Плюс здесь зажимы подпружиненные, но это толстый, здесь вообще под проводки. Вот так воткнули. Раз. Сюда воткнули. Ай, пружинка толстая. О, воткнули 2 и смотрим. Работает. Хорошо. Давайте что-нибудь накрутим. Вольты. Поменяем ему. Я не знаю, давайте ему до 3 вольт. 3,6 поставим, посмотрим, что он нам выдаст. Выдает плюс-минус правда. Так что как-то так. Проект можно считать завершенным. И на этом радоваться жизни. Кстати, для теста вот этих клемм, например, есть у вас 2 вот таких проводка. Ну, надо что-то проверить. Есть вентилятор, есть проводки. Одевать сюда что-то более серьезное, ну такое. Надо сначала проверить, работает оно или нет. Мы возьмем клеммы, раз поджали ее и смотрим, как вентилятор работает. Оп, вольтаж ему немножечко поднакрутим. Наверное, не видно. Но он вращается и с разной скоростью вращается. Если ему скрутить до 4 вольт, он уже еле-еле вращается. 2 не хочет. 3. 3,6. Еле-еле крутится. Как-то так. Теперь можно, например, обжать эти провода и уже использовать вентилятор, как положено. Все чертежи, все схемы, скриншоты, ссылки на товары, которые здесь используются, все будут доступны либо под роликом, либо ссылка на архив на Google диске. Все будет в открытом доступе. Пользуйтесь. Если у кого-то возникнет желание сказать мне спасибо и поддержать финансово, то ссылка внизу, QR-код где-то вот тут вот сейчас размещу. Также призываю всех присоединяться к группе в телеграм-канале, там немножко больше информации, вот где-то здесь добавлю. Да? Ну и так как это видео выйдет перед Новым годом, я хочу пожелать всем успехов, мирного неба над головой и верьте в то, что у вас все получится в Новом году. Всем удачи! Всем успехов!